Three-time heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. Ранние годы своим братом Рахманом и моими родителями, мамой Бёрд и папой Кэш. Вскоре после этого я стал олимпийским чемпионом. Фундамент жизни. Я помню, когда я был ребенком в Луисвилле, Кентукки, моя мать будила меня и брата каждое воскресное утро. Она заходила в нашу комнату, целовала нас в лоб и говорила нежным шепотом: «Проснись, малыш, проснись, Руди, мы будем благодарить Господа». Моя мать иногда называла меня ГГ, потому что это были первые слоги, которые я говорил. После того, как я выиграл Golden Gloves, я сказал ей, что с самого начала пытался сказать Golden Gloves. Я думал, что у моей мамы крошечный птичий нос. Знаю, почему я так подумал, потому что у птиц нет носа. Но с того момента, как я это сказал, мы все стали называть ее Мама Бёрд. Разбудив меня и Руди, Бёрд готовила нам вкусный завтрак. Пока мы ели, она гладила нашу лучшую одежду и раскладывала ее на кровати. Потом она звала нас купаться. Одевшись, мы с Руди выходили на улицу, чтобы посидеть на крыльце и пострелять шариками, прежде чем отправиться в воскресную школу. Я помню, как изо всех сил старался не испачкаться. Я знал, что выгляжу красиво в свежевыглаженной рубашке и галстуке-бабочке. Когда Бёрд выходила рядом с моим отцом, Кассиусом Клеем или Кэшем, я помню, как с гордостью смотрел на них, думая о том, как хороша она была и как красив он со своими густыми черными усами. Кэш часто говорил мне: большинство мужчин завидуют мне, потому что они не могут отрастить такие же длинные и густые усы, как у меня. То, что он сказал, навсегда запомнилось мне. Я думаю, что для него его усы были предметом гордости. По сей день, время от времени, я позволяю себе отрастить свои. В детстве, когда я рос, у меня был прочный фундамент, опора. Мои родители были любящими, ласковыми людьми. Сколько себя помню, мой отец всегда обнимал и целовал нас. Он говорил: «Дай мне эти челюсти», его термин для поцелуев в щеки. Потом он целовал нас, пока наши щеки не становились красными. Эш всегда делал так, чтобы я чувствовал себя важным. Хотя временами у отца был вспыльчивый характер, а у родителей были разногласия, у меня была счастливая семейная жизнь, и я знал, что меня любят. Мои родители делали так, чтобы я чувствовал себя особенным. Когда не было ласок моего отца, это были рассказы моей матери. Мама Бёрд всегда рассказывала мне о времени моего рождения. Она говорила, что я был таким симпатичным ребенком, что все думали, что я девочка, и что с того момента, как они привезли меня домой, Эш кусал мои челюсти. Мои родители не были идеальными, но у каждого из них была любящая натура. Мой отец был художником. Он зарабатывал на жизнь росписью фресок и вывесок. Почти в каждой баптистской церкви в Луисвилле есть его работы. Мой отец был очень талантлив. У меня висит одна из его картин на стене моего офиса, прямо над моим столом. Эш говорил людям, что он не был просто художником, он был артистом. Иногда он брал меня и Руди работать с ним. Эш учил нас, как смешивать краски, делать вывески. Я мог рисовать немного, но ничего особенного. Это Руди унаследовал у Кэша. Он тоже художник. Кэш говорил, что если бы не то, что было тогда, гораздо больше людей знали бы, на что он способен. Мой отец растил нас хорошо. Он заботился о том, чтобы нас окружали хорошие люди. Учил нас всегда противостоять тому, чего мы боялись, и стараться быть лучшими во всем, что бы мы ни делали. После того, как он давал совет, Кэш говорил: «Это то, что сказал мне мой отец, и вы не узнаете их случайно, им нужно учить». Кэш был единственным в своем роде. Он был полон жизни и энергии. Он любил обниматься, целовать, говорить и обсуждать. Он был моим отцом и другом. Он был рядом со мной, когда мог, и у нас было гораздо больше хороших моментов, чем плохих.